Приветствую вас, уважаемые зрители и подписчики, с вами канал FPV Mosc, и я рад представить вам обзор на квадрокоптер X8 Mini от компании FIMI. Спонсор обзора — ваш лайк, подписка и комментарий под видео. Прошу вас активнее поддержать данный ролик. Я старался сделать максимально подробный и непредвзятый обзор на площадке YouTube. Мы разберем как плюсы, так и минусы данной модели, а также развеем многие заблуждения касательно X8 Mini и FIMI X8 SE. Присаживайтесь поудобнее, заварите чай или кофе, ну а мы начинаем. X8 Mini — это облегченная версия FIMI X8 SE. В отличие от DJI, компания FIMI не стала урезать функционал. У него есть все те же самые функции, что у большого квадрокоптера. По своим габаритам и весу в сочетании с летными характеристиками X8 Mini способен конкурировать с DJI Mini 2. X8 Mini был куплен на площадке AliExpress за $350. Это довольно неплохая стоимость, особенно по сравнению с DJI Mini 2, который обойдется вам примерно $500. По функционалу X8 Mini будет немного лучше. На мой субъективный взгляд, компания DJI совершила большую ошибку, выпустив Mavic Mini с минимальным функционалом. В прошлом году я выпустил обзор на Mavic Mini и, к сожалению, получил много негативных комментариев. Ролик был снят без цели каким-либо образом очернить Mavic Mini, но это не спасло от наплыва адептов и неадекватной реакции. Я оставлю подсказку на данный обзор, обязательно ознакомьтесь с ним после просмотра данного ролика. Дизайн. X8 Mini продается в двух цветовых решениях – белый и оранжевый. На первый взгляд дизайн был полностью скопирован с Mavic Mini, но он отличается, причем многие решения были позаимствованы с Hapsan Zino 2. Задние лучи раскладываются аналогично Zino. Первыми раскладываются передние лучи, а затем задние. В сложенном состоянии пропеллеры задних движков фиксируются между лучами, в отличие от Mavic Mini, в котором задние пропеллеры подвержены деформации. По своему опыту, именно пропеллеры задних лучей Mavic Mini быстрее всего приходили в негодность. Вдобавок, задние лучи оснащены небольшими ножками. На брюшке коптера расположили светодиод, камера и сенсоры позиционирования. Светодиод довольно яркий, в вечернее и ночное время он заметен на расстоянии до 1 километра. Радиатор пассивный, в жаркую погоду коптер очень быстро нагревается, но не стоит переживать, ведь в полете воздушные потоки охлаждают электронику должным образом. В задней части устанавливается батарея, которая по совместительству выполняет функцию заглушки. Под батарейным отсеком расположен слот для карты памяти, микро-USB разъем для передачи файлов на ПК и тумблер RC Wi-Fi. К слову, довольно проблематично извлечь карту памяти с установленной батареей. Ее механизм фиксации мешает извлечению. Корпус, аналогично Mavic Mini, представляет из себя сито, поэтому я категорически не рекомендую летать в дождь и снег. И даже если вы рискнете, старайтесь не летать вперед, так как в данной позиции высокий шанс попадания влаги на электронику. В минусовую погоду, особенно в тумане, пропеллеры коптера быстро покроются тонким слоем льда, что приведет к повышенному потреблению энергии и в худшем случае крашу. В целом дизайн X8 Mini мне понравился. Единственный минус – марки пластик. Спиртовые салфетки – это обязательный аксессуар для владельца. Контроллер управления. FIMI не стали изобретать велосипед и взяли за основу удачную конструкцию пульта от FIMI X8 SE. Но есть и отличия, и они, к великому сожалению, неприятны. Начнем с того, что кнопки записи видео и фото расположены на торце, а не на тыльной части. Колесико контроля экспозиции теперь отсутствует. Удален тумблер RTH. Кнопка автовзлета была заменена на RTH. Также удален разъем зарядки. Теперь функцию зарядки и подключения к смартфону выполняет единственный разъем Type-C. Переходим к плюсам. Пульт, несмотря на некоторые урезания, очень удобен. Складная конструкция позволит установить смартфон любых размеров. Был изменен механизм складывания антенн, теперь он более надежен. На верхней части между антеннами расположилась основная вентиляционная сетка для охлаждения начинки. Вспомогательная сетка расположена под правым стиком в отсеке для USB кабеля. Стики надежно крепятся в нижней части. Пульт работает на частоте 5,8 ГГц. Емкость батареи 3500 мАч. Батареи пульта хватает на 5-6 полноценных полетов. Стоит отметить, что отдаваемый ток на смартфон не превышает 150 мАч. Если на смартфоне установлены root права, то советую установить программу Battery Charge Limit и отключить зарядку во время полета. Таким образом можно будет не переживать о разрядке батареи пульта, и ее хватит до 10 полноценных полетов. Отдельно стоит напомнить, что пульт Mavic Mini на некоторых девайсах отдает колоссальный ток, из-за чего он порой разряжается за 10-15 минут. В целом, лично для меня это удобный пульт. Мне нравится его эргономика, несмотря на вырезанные элементы. Комплектация. Поставляется X8 Mini в небольшой белой картонной упаковке. На лицевой части упаковки расположился рисунок устройства с названием модели и техническими характеристиками, а вот с противоположной стороны имеется рисунок в оранжевом исполнении и сложном виде. X8 Mini доступен единственной комплектации, а именно тушка, аппаратура управления, аккумулятор, 3 OTG кабеля, 2 пары дополнительных лопастей, USB кабель, инструкция. Отдельно отмечу, что не существует никаких комбо или про комплектаций. Камера.
На борту установлена камера, которая функционирует вместе с ультрасовременным чипсетом ISP для снижения шума и сохранения яркости деталей в условиях низкой освещенности. Видеосистема поддерживает видеосъемку в 4К при 30 кадрах в секунду и битрейтом 100 мегабит. Для стабилизации использован облегченный трехосевой механический подвес. Разберем технические характеристики. Разрешение матриц стандартное 12 мегапикселей, фокусное расстояние 26 мм или 52 мм в эквиваленте. Угол обзора 80 градусов, диафрагма постоянная 2,8, рабочий ISO от 100 до 3200, шаттер спид от 1 до 1/8000 секунды. Доступно два кодека для записи видео H264 и H265. Лично я советую снимать H264. Помимо футажей, дрон сохраняет на карту памяти файлы с расширением LRV Low Resolution Video. Эти файлы можно использовать для монтажа на слабых ПК. Подробное видео о работе с прокси есть у меня на канале, ссылку на ролик я оставлю в описании. Камера пишет потрясающее 4К видео, битрейт фиксированный 100 мегабит в секунду. Для колористов есть логарифмический пресет F-Log. Единственный недостаток, который сразу бросается в глаза и всегда раздражал Fimi X8 SE – наличие виньетки. Данный недостаток можно исправить двумя кликами в панели Lumetri Color, и мне совершенно непонятно, почему программисты Fimi до сих пор не исправили данный дефект. В вечернее время на видео неизбежен шум при значении ISO свыше 400. В камере используется матрица Sony IMX378, точно такая же установлена в смартфонах Google Pixel. Сама матрица обладает неплохим динамическим диапазоном, но требует продвинутого программного обеспечения. Этим и грешили модели Fimi X8 SE и Fimi X8 SE 2020, так как в них были проблемы с программным обеспечением. Лишь последнее обновление Fimi 2020 исправили эту проблему. В X8 Mini используются более продвинутые алгоритмы постобработки и кодирования видео. Вдобавок доступен полноценный HDR режим. Для фотографов коптер умеет делать фото в формате RAW, DNG. Отдельно хочется отметить следующий факт. Коптер не умеет снимать 2.7К и Full HD. Программисты Fimi за 3 года так и не исправили алгоритм сохранения разрешений Full HD и 2.7К, поэтому я категорически не советую снимать в вышеперечисленных разрешениях. Вы рискуете испортить весь отснятый материал, так как на выходе вы получите размытое видео низкого качества с эффектом More. Батарея. По умолчанию коптер поставляется со стандартной литий-ионной батареей емкостью 2400 мАч. Вес аппарата со стандартной батареей составляет 258 грамм. Аналогично Mavic Mini, внутри стандартной батареи находятся два элемента 18650. Помимо стандартных, Fimi выпустили на рынок облегченные литий-полимерные Pro батареи. С Pro батареей коптер весит ровно 245 грамм. Время полета, если верить спецификациям, увеличено на 1 минуту по сравнению со стандартной. Лично я не вижу никакого смысла переплачивать за Pro батарею. Причина будет озвучена в конце видео. Аккумулятор поддерживает технологию Quick Charge 3.0. В отличие от Mavic Mini, аккумулятор Fimi заряжается как от 5 вольт, так и от 9. При зарядке аккумулятора напряжением 5 вольт ток заряда 2,5 ампер. Время зарядки около 2 часов. Если заряжать аккумулятор мощным блоком питания, а именно 9 вольт 3 ампер, то время зарядки составит 45-50 минут. Время полета со стандартной батареей составляет от 25 до 28 минут в умеренном стиле пилотирования. Огромный плюс по сравнению с Mavic Mini – зарядка аккумулятора напрямую через Type-C разъем. Полет и управление. Отдельно рассмотрим сам полет, а затем управление. Начнем с полета. Летает X8 Mini довольно шустро. Максимальная скорость, которую я смог достичь, 20 метров в секунду в спорт-режиме при попутном ветре. Так как я бывший владелец Fimi X8 SE, я даже не заметил существенной разницы поведения старшей и мини-версии. Дрон отлично справляется с ветром. Чувствуется мощность аппарата, несмотря на то, что это мини, а не старшая версия. К огромному сожалению, коптер не умеет стабильно зависнуть и удерживать позицию. Он постоянно смещается в разные стороны, иногда изменяя высоту. Специалисты с форума 4PDA выявили причину – непродуманное расположение компаса и датчика GPS. Если разобрать тушку и экранировать электронику, дрон будет вести себя намного стабильнее. Без хирургического вмешательства коптер будет постоянно смещаться, имейте это в виду. Полеты внутри помещений производить можно, будьте крайне аккуратны, так как на данный момент датчики визуального позиционирования ввиду сырого программного обеспечения не функционируют в полном объеме. Я не рекомендую, по крайней мере на данный момент, летать в помещениях и подвергать риску как коптер, так и людей. Интересный факт: если выставить гимбал на 0 градусов или выше и дать резкий тангаж, то камера опустится вниз на несколько градусов. Это особенность не только X8 Mini, но и Mavic Mini 2. Это особенность конструкции, поэтому не стоит пугаться. В целом я доволен поведением квадрокоптера. Что касается управления, то тут не все так однозначно. Во-первых, мне не понравилась заводская калибровка стиков. В первую очередь необходимо откалибровать стики через приложение. После калибровки они функционируют нормально. Во-вторых, стоковые настройки рыскания крайне не сбалансированы. Без настройки абсолютно невозможно выполнить облет вокруг объекта. Включение Cinematic Mode не решает проблему. Вдобавок, в отличие от DJI, в X8 Mini
отсутствует автоаим. Напомню, что в дронах компании DJI есть автонаводка, которая слегка корректирует полет и облегчает cinematic съемку. На FIMI малейшая дрожь пальца может испортить маневр. С одной стороны, это хорошо, так как нужно уметь снимать без ассистента. С другой стороны, новичку будет очень сложно привыкнуть к управлению. В настройках можно выставить чувствительность, и я советую выставить именно эти значения. Во вкладке EXP Settings выставляем значение 85% во всех пунктах. Во вкладке Sensivity Settings устанавливаем следующие параметры: Edge Sensivity 70, Brake Sensivity 60, Yaw Distance 0, Yaw Sensivity 100%. После настроек управление коптером становится максимально комфортным. Всем новичкам советую выставить именно эти значения, так как они максимально приближены к параметрам Mavic Mini. На деле к управлению X8 Mini можно спокойно привыкнуть за неделю. Лично я привыкнул и после месяца эксплуатации не испытываю никаких трудностей. Приложение. FIMI Navi Mini – это младший брат FIMI Navi. Тот, кто раньше пользовался FIMI X8 SE, не найдет никаких отличий. Сразу бросается в глаза тот факт, что FIMI не стали урезать функционал, оставив те же фишки, что были в старшей модели. Этим грешил Mavic Mini и продолжает грешить Mavic Mini 2. Разберем интерфейс. Статус дрона. Высота и дальность полета, спидометр, качество сигнала GPS и количество пойманных спутников, индикатор связи видеолинка и контроллера, вольтаж банок, процент заряда батареи, переключатель фото, видео, запись видео, режим видео, предпросмотр отснятого материала, интеллектуальные режимы, состояние карты памяти, разрешение видео, shutter speed, ISO, угол наклона гимбала, карта, автовзлет, автопосадка, RTH. Переходим в настройки коптера. Лимит скорости, лимит дистанции, лимит высоты. Высота возврата домой. Рекомендую значение 60 метров. Режим чайника. При его активации автоматически ограничивается скорость, высота и параметр RTH. Активация спорт режима. При его активации скорость полета возрастает до 18 метров в секунду. Чувствительность стиков максимальная. Умная посадка на взлетную площадку. Индикатор магнитного поля. Калибровка компаса. Действие при потере сигнала. Зависнуть, посадка или возврат на home point. Калибровка EXP. Чувствительность EXP. Сброс на заводские параметры. Во второй вкладке мы можем переключить тумблер с авто на мануал. Качество видео. Тут, естественно, ставим значение High. Разрешение видео. Тут можно выставить разрешение и фреймрейт. Крайне не рекомендую снимать в Full HD и HD режимах. Настройка баланса белого. К сожалению, на данный момент нет возможности выставить вручную значение в кельвинах. Но тут есть несколько пресетов для разнообразных ситуаций. Выбор цветового пресета. Стандарт, Vivid, черно-белый и F-Log. Выбор кодека для сохранения видео. Лично я рекомендую H264. Для тех, кто знаком с правилом третей, есть два варианта композиционной сетки. Формат карты памяти. Калибровка стиков. Режим стиков. Калибровка подвеса. Настройка скорости наклона подвеса. Если у вас на видео наблюдается желе, то советую поиграть с ползунком Gimbal Gain. Продвинутые настройки подвеса. Во вкладке батареи мы можем просмотреть процент заряда, циклы заряда аккумулятора, температуру, циклы переразряда, предупреждение о разряде, возврат домой и автопосадка, если батареи хватит лишь на возвращение на точку взлета. Советую отключить эти тумблеры, так как в любом случае приложение предупредит вас о нехватке заряда. Сброс параметров. В последней вкладке можно включить или отключить предполетный показ окна при каждом включении коптера. Советую отключить. Логи полета, единицы измерения, выбор карты, обновление прошивки. Тут можно просмотреть значения сенсоров тушки и подвеса, а также загрузить на облако логи полетов. Далее можно активировать трансляцию либо на YouTube, либо вручную настроить кастомный стриминговый сервис. Настройки точки доступа Wi-Fi для управления коптером без пульта. NFISI зоны. Несмотря на то, что официально запретные зоны внедрены, на практике на данный момент база запретных мест либо критически мала, либо ее нет. По крайней мере на момент выпуска обзора. Вы можете летать там, где захотите. Коптер спокойно залетает на территорию аэропортов, военных баз и стратегических объектов, но как показывает практика, во многих объектах установлены глушилки и спуферы. Хочу заранее оговориться, это не призыв к действию, а лишь констатация фактов. Летайте аккуратно и соблюдайте законодательство. Дальность полета. Проверим максимальную дальность в условиях поселка городского типа. При тестировании не были задействованы бустеры сигнала. Взлет был произведен с холма высотой около 100 метров над поверхностью. Дрон благополучно отдалился от home point на 4800 метров.
Запас батареи на момент посадки на точку взлета составил 33%. На мой взгляд, это неплохой результат. X8 SE в тех же условиях отлетал на 4570 метров. Минусы. Начнем с самых главных проблем. Подвес X8 Mini отрабатывает свою функцию отлично и по моим наблюдениям функционирует гораздо лучше Mavic Mini. По традиции на форуме 4PDA люди жалуются на завал горизонта. Лично я не сталкивался с проблемой и сейчас постараюсь объяснить прямым языком, как мне это удалось. Еще во времена использования FIMI X8 SE я понял, по каким алгоритмам функционируют подвесы FIMI. Во время включения квадрокоптера подвес производит инициализацию, и если на Mavic Mini она занимает около 5 секунд, на FIMI этот процесс занимает от 15 до 30 секунд. И очень важно, чтобы во время инициализации подвеса коптер находился в неподвижном состоянии. В этом случае подвес соберет необходимые данные и никаких завалов горизонта не будет. Отсюда выходит первый минус. Для взлета строго необходима неподвижная горизонтальная поверхность. К примеру, включив коптер и держа его в руках, в левом верхнем углу приложения будет надпись Gimbal Not Ready. И эта надпись не пропадет, пока не будет завершен процесс инициализации. Вторая проблема подвеса – неадекватные повороты камеры во время рыскания. К примеру, когда вы на Mavic Mini поворачиваете влево или вправо, камера поворачивает следом за корпусом практически сразу. В нашем же случае угол поворота корпуса, после которого начинает поворачивать камера, чересчур завышен и невозможно адекватно отрегулировать угол в настройках. Отсюда вытекает главная проблема. Коптер не всегда летит туда, куда смотрит центр камеры, если брать за ориентир FPV Stream. Простой пример. В данный момент я поворачиваю коптер то влево, то вправо, но подвес не реагирует на повороты. Если в этот момент дать задний ход, то коптер просто улетит не ровно назад, а куда-нибудь в бок. Это огромный минус, и я очень надеюсь, что FIMI пофиксит эту грубую недоработку. К слову, в X8 SE таких фатальных проблем не наблюдалось. Второй существенный минус – это стики. Вернее, не сами стики, а их чувствительность. Как бы вы ни пытались отрегулировать настройки EXP, в любом случае вам придется к ним привыкать. У меня этот процесс занял неделю, и даже после привыкания остался небольшой осадок. Опять же, на FIMI X8 SE таких проблем со стиками я не наблюдал. Облеты вокруг точек, несмотря на отсутствие автоаим, выполнялись очень легко. Если это исключительно программная проблема, то я очень надеюсь на ее решение со стороны FIMI. На момент создания обзора это две главные проблемы, которые могут оттолкнуть пользователя от покупки. Перейдем к более мелким проблемам. Аналогично Mavic Mini, корпус X8 Mini представляет из себя сито, поэтому я не рекомендую летать на коптере в дождь, в снег и сырую погоду. И даже если вы рискнете летать в суровых погодных условиях, то я категорически не советую лететь вперед, так как перед – это самая уязвимая часть коптера. Вода может попасть в начинку и привести к короткому замыканию. Что объединяет Mavic Mini, Zino 2 и X8 Mini? Да, все верно, несъемные винты. FIMI наступили на те же грабли, что DJI и Hapsan, оснастив движки небыстросъемными пропеллерами. Владельцу придется приобрести отвертку, так как стоковая абсолютно неудобная. Радует тот факт, что винты практически совместимы. В случае необходимости, после небольшого хирургического вмешательства, винты от Mavic Mini можно установить. Коптер, к сожалению, не умеет стабильно зависать. Он постоянно смещается на 20-30 см по горизонтали и вертикали. Вдобавок ко всему, во время разворотов коптер по непонятной причине может изменять высоту. Но самый неприятный бонус – это то, что координатная плоскость находится не в центре тушки, а примерно в середине правого заднего луча. Говоря простым языком, коптер не умеет ровно вращаться. В VPU режиме, по моим наблюдениям, датчики либо не работают, либо функционируют некорректно. В старшей модели это можно было бы простить, но так как дрон прямой конкурент Mavic Mini 2, я поражаюсь индифферентному подходу компании FIMI. Повторюсь, летать в помещениях можно, но рассчитывать на какую-либо помощь сенсоров не стоит. У меня закралось стойкое ощущение, что на данный момент ПО, отвечающее за VPU, просто не написано, а коптер ориентируется в пространстве лишь по барометру, который в свою очередь тоже иногда ошибается в высоте. Нельзя не отметить чрезмерно быстрый перегрев электроники в летнее время. Коптер может дать ошибку перегрева буквально через минуту после включения. Советую производить подготовку к взлету где-нибудь в тени и более-менее прохладном месте. Если запустить коптер, воздушные потоки охладят электронику. С одной стороны это минус, но с другой стороны огромный плюс, если вы планируете летать зимой. Электроника тушки не даст охладиться батареи. По личному опыту Mavic Mini зимой замерзал. Посмотрим, как будут обстоять дела с FIMI. Компас FIMI – вещь непредсказуемая. Форумчане 4PDA опытным путем установили, что FIMI чересчур завысили чувствительность компаса к магнитному полю. По поводу калибровки. Советую калибровать компас вдали от металлических сооружений и электропроводки. Идеальный вариант – где-нибудь в пустом поле, как можно подальше от цивилизации. Если такой возможности нет, скачиваем магнитометр и ищем наиболее благоприятное место для калибровки. И заранее хочу ответить на наиболее популярный вопрос. Нет никакой необходимости калибровать компас перед каждым взлетом. Калибруйте лишь тогда, когда вас попросит коптер. Несмотря на то, что на YouTube уже есть ролики с тестированием Wi-Fi режима, к сожалению, я не мог его проверить, так как мой смартфон Redmi 9 не видел точку доступа. Я допускаю, что проблема именно в моем смартфоне. Возможно, дрон создает точку доступа на частоте 5,8. Мой смартфон, скорее всего, ее не поддерживает. Небольшой, но все же минус – неудачная конструкция фиксатора подвеса.
процессе эксплуатации также выявился небольшой программный баг. При каждом включении коптера слетают настройки экспозиции. Вдобавок выявилась неприятная недоработка. Если переключить экспозицию на мануал, выставить параметры ISO и Shutter Speed, а затем нажать запись, то вы не сможете менять экспозицию во время записи видео. Ночная съемка оставляет желать лучшего. Из-за размера матрицы и узкости диафрагмы приходится постоянно выкручиваться. В фоторежиме можно добиться более-менее сносной картинки, но про видео можно забыть. Это минус как X8 Mini, так и Mavic Mini 2. В начале обзора я упомянул, что нет никакого практического смысла в приобретении Pro аккумулятора, и вот почему. При заряде батареи меньше 14% коптер автоматически переключается в режим RTH. Если отключить возврат домой, то коптер запустит сценарий повторно. Поэтому нет никакого смысла переплачивать за более дорогую версию аккумулятора, так как в любом случае вы не сможете летать более 26-27 минут и закончите полет после 14% заряда. Выводы и оценка. Несмотря на минусы, квадрокоптер мне понравился. Радует тот факт, что FIMI не урезали функционал. Лично я не заметил никакой разницы между FIMI X8 SE и X8 Mini. Могу ли я рекомендовать ее к покупке? Очень сложно ответить на этот вопрос. Получилось ли у компании FIMI создать конкурента Mavic Mini 2? Безусловно, да. Коптер по многим параметрам превосходит Mavic Mini. Он дешевле, шустрее, с богатым арсеналом интеллектуальных режимов. Аппаратно FIMI превзошли компанию DJI, и с этим невозможно поспорить. Но программно это полный провал. Программное обеспечение, по крайней мере на данный момент, представляет из себя бета-тест, и каждый владелец данной модели QA-инженер. Советовать в покупке рекомендую только пользователям со знанием матчасти и большим опытом пилотирования. Также данный девайс безусловно придется по душе непривередливым пользователям. Моя личная оценка данной модели 4 балла из 10. Благодарю вас за просмотр обзора. Если вам понравился мой труд, поставьте, пожалуйста, лайк и комментарий под видео. Оставляйте свое мнение по данному аппарату. Мне будет очень приятно подискутировать. Если у вас есть вопросы, задавайте их в комментариях. Я отвечу каждому. Всем спасибо за просмотр.